В этом ролике я вам покажу 4 стрижки слоями. Это каскады с градуировкой. Hi everyone, с вами Ева Лорман, и я с удовольствием делюсь с вами своим опытом работы мастера и преподавателя в индустрии красоты. И все стрижки я буду стричь в быстротехнике. Сейчас информация для новичков. Быстротехника – это техника быстрых стрижек, которая позволяет стричь очень быстро любую стрижку. Let's go-шки, друзья! Стрижка слоями, низкая градуировка. Стричь я буду своими любимыми ножницами с микронасечками. Где их приобрести, есть ролики у меня на канале, а также мои любимые расчески с разметками, которые очень сильно помогают в технике быстрых стрижек. Где приобрести эти расчески, тоже есть ролик на канале. Ссылки на все полезные ролики, которые я буду упоминать в этом ролике, я оставлю в описании, поэтому вам будет легко их найти. Мы всегда должны определиться с длиной на затылочной зоне, то есть та длина, которая у нас будет самая длинная на спине. В первую очередь задаем вопрос по длине именно в этой точке. Вторая длина, которую нужно определить с клиентом, это длина челки. Височно-боковая зона здесь уже идет автоматически. Она складывается из-за сочетания длин на затылочной зоне и зоне челки. Кому такой каскад подойдет? Такой каскад подойдет людям, у которых нет достаточно густые волосы, но они хотят каскад. Стрижется он очень просто, очень быстро. Его действительно можно подстричь самому себе. Фишка именно в этой технике стрижки каскада заключается в том, что мы разделили волосы на две равные части. Разделили. У нас вот в этой копне волос есть два отрезка, которые нам очень важны. Это зона челки, вот они эти волосы, и волосы на затылочной зоне. От того, какая длина будет выбрана в этих точках, и зависит угол оттяжки, который нам нужно оттянуть эти волосы. Длина на затылочной зоне была бы, например, 30 сантиметров, а длина челки 20-25 сантиметров. Я сейчас подстригу нашей модели длину челки 20 или 25 сантиметров. Оставила сейчас модели 25 сантиметров. Вот она наша челка. И как уже для нас многих понятно, мы должны то же самое сделать и на противоположной стороне. То есть берем небольшое количество волос и стрижем именно на заданную длину, то есть 25 сантиметров. Все, у нас готова вот эта вторая точка. Это очень важный момент, какую длину здесь выбрать, потому что от этого будет зависеть вообще общая форма этого каскада. Теперь берем волосы с затылочной зоны и волосы зоны челки, соединяем их вместе. И мы должны увидеть, на каком уровне они вот здесь сойдутся. Посмотрите, вот она у меня сейчас, оттяжка под этот фронтальный каскад. Делая вот так вот геометрию, можно сказать, мы сейчас сделали такую микровыкройку для этой стрижки. Мы сделали две главные основные точки, без которых этот каскад никогда не подстрижешь. И эти точки соединяем в боковых зонах именно по вот этому параметру. То есть вот я запомнила, куда мне нужно будет вести эти волосы. Вот в этом направлении. Я могу делать это по небольшим отрезкам. Вот сюда веду и стригу. Раз. Два. Все стрижется по вот этой линии среза. 3. И представьте себе 4. И все. То же самое делаем с другой стороны. То есть мы должны понимать, что мы выйти должны вот в эту длину. Вот точка и точка на затылочной зоне. Где они у нас сходятся? Вот такое у нас должно быть направление руки. По окончании вот именно вот этой вот заготовки нам нужно отчесать волосы и убрать
явно выступающие какие-то волосочки. Но это еще не все. Эту стрижку, конечно же, нужно доработать. Для того, чтобы создать легко градуировку в зоне челки, нам нужно сделать следующее. Мы отделяем все волосы по фронтально-теменной зоне. Сколько волос нужно отделить именно в этой зоне? Шляпную зону представляете себе? То есть шляпная зона — это зона, по которому у нас меряется размер головного убора, шляпа. Ну, в общем, где она у нас тут находится, где она соприкасается с головой, это и есть шляпная зона. Так вот, сейчас я отделяю волосы по шляпной зоне. То есть мы видим линию среза четко. Она у нас хорошо видна, хорошо создана, и нам нужно все остальные волосы подстричь под эту линию среза. Мы сейчас сделали ее примерно на 90%. После этого нужно обязательно еще проработать линию окантовки. Отчесываем волосы и вот такими острыми срезами можно эту челочку профилировать. Но тоже не надо увлекаться, чтобы не было здесь прям таких реальных дырок. Каким образом я посушила эту стрижку? Все волосы подкручиваем вниз сначала, а теперь начинаем расчесывать назад. Вот она, линия градуировки, которая получается благодаря вот такой технике быстрых стрижек. Вот как эта стрижка выглядит в укладке. А теперь мы посмотрим, как это делает человек, который никогда не держал в руках ножницы. Итак, мы разделили волосы на две части. Сзади должна быть идеальная прямая линия. Все волосы собираются в одной точке. Суть стрижки заключается в следующем. Сейчас я отстригу крошечный кусочек, просто крошечный кусочек. О май гад! Вау, эта стрижка оказалась такой сложной. Какая она красивая! Видите, какая длина остается? Это называется низкий каскад, когда ты делаешь градуировку, которая будет сосредоточена именно внизу. Браво! Стрижка слоями, средняя градуировка. И я в этом ролике покажу вам градуировочку повыше чуть-чуть. Стрижка будет наша начинаться со следующих пунктов. Первый пункт. Нужно обязательно определиться с длиной челки. И второй пункт. Нужно обязательно определиться с длиной на затылочной зоне. Предположим, что мы определились. В этом месте у нас 25 сантиметров, а вот в этом месте у нас 30 сантиметров. Из-за того, что у нас есть вот здесь вот подъем у краевой линии роста волос, вот здесь, и получается большой вот такой перепад. И сейчас я вам покажу, что только от одного незначительного изменения угла оттяжки мы получим более сильную градуировку. В первом ролике мы руку вели вот сюда. Во втором ролике мы руку приподнимем выше, и у нас будет оттяжка горизонтальная. Мы будем работать опять же с окружностью головы. Быстротехника построена именно на этом принципе. Чтобы получить градуировку выше, мы должны все волосы подчесать теперь вот сюда, к зоне челки. То есть вот так будет выглядеть наша оттяжка. Отчесываем все волосы вот в этом месте и стрижем их на уровне центрального пробора, который проходит по центру головы и делит голову на правую и левую сторону. На левую сторону и правую сторону. Стрижем на уровне челки, которая у нас была отмечена. Она вот тут у меня скрыта, сильно ее не видно, но вот таким образом я подстригаю все эти волосы. Под уровень этой челки. Подстригли. И таким же образом отчесываем все абсолютно волосы в этом направлении. Если у клиента волосы очень густые, чтобы не мучиться с этой копной волос, можно разделить волосы на две части.
Те волосы, которые выпадают, пусть выпадают, они не участвуют сейчас в данной ситуации в стрижке. Если бы они были длиннее, они бы участвовали, и мы их точно так бы подстригли под этот уровень. Все, эту сторону мы подстригли. Работаем с другой стороной. Смотрите, можно также проверить легко эту стрижку, то, что мы сейчас настригли. Отделяем пряди. И видим, что у нас практически идеальная линия среза. То есть стригли мы сейчас горизонтально, вот так. Но можно также эту прядь отчесать и вот в таком направлении, но тоже, чтобы эта прядь была направлена по центральному пробору, и увидим, какие погрешности мы здесь могли допустить. Если идеальная линия среза, то никаких погрешностей не будет. При такой технике проверки обязательно нужны, потому что мы работаем здесь с большим количеством волос. И проверять себя нужно постоянно. То же самое делаем с другой стороны. Вот какая линия среза. Она практически идеальна. Я знаю, что кто работает в такой технике стрижек, еще в этот момент начинают филировать волосы вот таким образом. Мое мнение, я бы этого не делала, потому что в этой копне нам вообще непонятно, где волос густой, где он у нас редкий, потому что вот кисточка, и она вся густая. А нам нужно распустить волосы, и только после этого увидеть, где же есть массив волос, и где желательно профилировать. Обычно в такой технике желательно больше филировать именно челку, вот это место. Филируем опять же методом пойнтинг. После того, как вся стрижка у нас выполнена, желательно чесать волосы и посмотреть линию окантовки, насколько она у нас здесь ровная. И если есть какие-то вот такие мелкие волосочки, то их тоже можно убрать. И надо обязательно учитывать, что отчесывать мы должны параллельно линии среза. То есть, как идет линия среза, наши пальцы обязательно именно так и стоят. С челкой надо, конечно, чуть дольше поработать, потому что именно в этом месте меньше всего получается градуировка. Но тоже нельзя переусердствовать. Если вам кажется, что челка достаточно густая, то ее надо разредить. Можно сказать, что стрижка готова. Видите, как волосы поднимаются и показывают нам, что мы проградуированы. Посмотрите, какой шарик. Прелесть ты моя. То есть, таким образом мы приподнимаем макушку. Ну вот, я ее посушила. Посмотрите, какая получается у нас красотища. Видите, что даже в такой укладке волосы у нас вот здесь вот выглядят более градуированными. Вот здесь создается уже объем. Ну вот, посмотрите, что же у нас получилось. И обратите внимание, где у нас здесь градуировка. Она значительно выше по сравнению с предыдущей стрижкой. То есть у нас уже здесь и макушечка повыше, и пообъемнее эта зона. То есть в этом смысле уже можно создавать объем. В этом месте волосы незначительно, но короче. И это уже придает возможность создать здесь объем. Как видите, легким движением руки наш каскад превращается все больше и больше в объемный каскад. Всего лишь из-за того, что мы поменяли место среза. Как это будет выглядеть на спине клиента? Вот как. Шикардос. Вот эти линии пытаются создать механическим способом. Это очень сложно и долго. Это надо создавать быстрым автоматическим способом.
таким способом, который я вам только что показала. А теперь мы посмотрим, как это делает человек, который никогда не держал в руках ножницы. Посмотрим на вот эту красотку. Я хотела сделать себе просто-напросто слоистую стрижку. На русском языке это означает каскад. Переворачивает волосы и расчесывает их. Конечно, в этот момент очень важно их тщательно расчесать. Очень важно. Потому что чем тщательнее будут расчесаны волосы, тем будет ровнее сама стрижка. Завязывает хвостик. Теперь берет, завязывает второй хвостик. Это именно тот размер, на который она хочет подстричься. Берет ножницы, обычные канцелярские ножницы, и начинает ими стричь. Единственный косяк, конечно, что много-много волос она пытается подстричь такими ножницами. Да, какой обрубок остается после этого всего? Можно подумать, боже, что это? Дальше она филирует. Можно прям вот настолько заходить в глубину, и ничего бы не было. Даже было бы лучше. Красоточка, почти закончила. Самое главное, что стрижка получается симметричная. Мне очень нравятся мои волосы, но они были когда короче, мне было легче их носить. Но после того, как они стали длиннее, они стали тяжелее, и мне стало сложнее их носить, поэтому я себе решила сделать градуировку. А что немаловажно, что мои волосы стали намного здоровее выглядеть. Стрижка слоями. Высокая градуировка под 45 градусов. Это уже третий фронтальный каскад, который мы с вами проходим в марафоне быстрых стрижек. Еще его называют итальянка. Есть несколько опорных точек, которые мы должны обязательно обсудить с клиентом, а потом уже строить саму стрижку, как выкройку при шитье. Самый важный момент – макушка. Когда нам клиент говорит, мне, пожалуйста, покороче макушку, что значит короче? Тут диапазон длин, как видите, очень большой. Как правило, длина на макушке должна заканчиваться, где заканчивается окружность головы, то есть на шее. На нее будет идти весь ориентир этой стрижки. Если клиента челка не подстрижена, то на этом этапе нам нужно подстричь челку на заданную длину. Длина ниже подбородка на 5-6 сантиметров. Раз и подстригли. Дальше у нас вопрос с затылком, который мы уже определили тоже длину. Эта длина исходит с макушки. Она должна окаймлять затылок и заканчиваться тоже ниже краевой линии роста волос на несколько сантиметров. В нашем случае я должна ее сейчас подстричь на вот эту длину. Раз и все. Уже вот насколько у нас поднимется наша макушка. А теперь самое интересное. Вот в этом случае нужно вообще понимать смысл быстрых стрижек. Мы должны сейчас найти точку соприкосновения челки и той макушки, которую мы только что подстригли. Смотрите, где они у нас сходятся. Под каким углом я сейчас держу эти две пряди. И я подстригаю эти две длины, убираю лишние волосы. Вот они, эти две длины. Стрижем на уровне центрального пробора. Это очень важный момент. Соответственно, всю затылочную и боковую зону я должна отчесывать в этом направлении и стричь на этом уровне. Вот они, две наши точки. И я все волосы сейчас должна подстричь именно в этом месте. Подстригла. Дальше отчесываю новые волосы. Мне видно хорошо эту линию среза. Подстригла. Стригу опять все на одном уровне. Все это стрижется на уровне центрального пробора. Все, эта сторона у нас подстрижена. То же самое делаем с другой стороны. Вот они у нас две эти пряди. И подчесываем теперь все волосы вот к этому направлению. Для удобства нужно выбрать примерно пару сантиметров с противоположной стороны, чтобы найти вот этот ряд, который мы подстригли только что. Это очень просто. Берется противоположная сторона, вычесывается волос с нее и находим ориентир для себя.
И стрижем эти волосы на его уровне. И все волосы вычесываем к этому ряду и стрижем. Вот и все. Мы добились следующего. Наш каскад поднялся еще выше. И посмотрите, форма даже изменилась. Если в предыдущих каскадах у нас сзади был такой достаточно хорошо выраженный лепесток, который вот направлялся вот сюда, то сейчас мы как бы такого сильного лепестка не видим. Он еще присутствует, потому что у нас стрижка идет вот в этом направлении. Вот самое время сейчас имеет место обсудить градус. Откуда взялись эти понятия по 45 градусов? Теперь смотрите, что такое 45 градусов. Вот это уровень 0 градусов, вот это уровень 90 градусов. И вот эти волосы, которые я сейчас держу под определенным углом, они находятся как раз таки под углом 45 градусов. Вот 90, вот 0, 45 градусов это лучик, который делит этот угол ровно пополам. Вот откуда берутся вот эти понятия, какая должна быть длина у челки и какая должна быть длина на макушке. Это идеальные параметры, которые нам создают фронтальный каскад под 45 градусов. Представляете, как просто все. По окончании стрижки нам нужно обязательно пройтись по окантовке. В принципе, в этом каскаде обычно окантовка тоже хорошо уже сама сделана, поэтому особо тут не надо ничего делать. Но, тем не менее, увидеть, нет ли вот отдельного какого-нибудь волосочка. В общем-то и все. Даже без укладки это все очень красиво и гармонично смотрится. Если подстрижена стрижка, идеально. Посмотрите, как выше поднялась уже форма каскада, форма градуировки. То есть, если в предыдущих каскадах у нас форма градуировки начиналась отсюда, то уже в этом каскаде градуировка, видите, какая макушка, так скажем, приподнята уже. И совсем разреженный низ. Стрижки на длинные волосы, они однозначно должны базироваться только на геометрии, на форме головы. В этом каскаде массив волос уже, конечно же, сосредоточен именно на верхней части головы. А чем ниже, тем меньше волос, тем они реже становятся. Низ не должен быть настолько сильно редким по сравнению, например, с верхом, чтобы не получилось отсутствие гармонии. То есть массив волос, он должен быть, конечно, сконцентрирован сверху, но не так, что он здесь вот есть, а потом резко заканчивается и какие-то вот такие вот сосульки одни висят. Это, конечно, исключается. Если и делать разрежение, то только по окантовке, и причем не глубоко, потому что сразу стрижка поднимется, она будет выглядеть, как будто вниз общипали, а верх остался с массивом. Стрижка слоями, высокая градуировка под 90 градусов. Следующая стрижка, которую я сегодня вам покажу, это каскад высокий или итальянка под 90 градусов. Тут ошибиться очень сложно. 90 градусов это вот. Есть горизонт, а есть вертикаль. И смысл этой стрижки заключается в том, что есть одна контрольная прядь на макушке. И все волосы подстригаются на ее уровне. Но не спешите это сейчас сделать. Надо понять, кому эта стрижка подойдет. Пришел клиент с длинными достаточно волосами, не короче лопаток. Достаточно густыми, при этом они не должны быть тонкими и редкими. Можно даже вьющиеся волосы, но чтобы они были не редкие. Потому что итальянка под 90 градусов или каскад высокий, кстати, это самый будет высокий каскад на длинные волосы, сделает волосы более редкими. Начнем стричь. Такую стрижку я стригу на сухую. Лучшим вариантом будет вот такая раскладка контрольных прядей. Длина на макушке прикрывает затылочный бугор. Это вот здесь. То есть, где шея у нас начинается. У моего клиента волосы на затылочном бугре заканчиваются вот в этом месте. Стригу своей модели эту длину.
Подстригла. Подчесываю эту прядь вверх и стригу ее на 90 градусов. Это моя контрольная прядь. По-хорошему я должна все абсолютно волосы подчесать и подстричь на этом уровне. Если волос густой, конечно, за один раз мы это не сострижем. Поэтому надо делать это попрядно. Самая фишка в том, что волосы с челки должны быть направлены вот в таком положении к длине на макушке. Но волосы у моей модели короче в этом месте, поэтому они выпадают, то есть они не достают до макушки, ну и пусть выпадают. Подстригли. Всю одну половинку я подстригла. Опускаем. То же самое делаем с другой стороны. Вот как эта стрижка выглядит без укладки. То есть в этом месте уже вообще очень небольшая толщина волос. Конечно, самая большая толщина волос вот в этом месте, вот здесь они все реже и реже и реже. Фишечка еще этой стрижки заключается в том, что клиенты часто что хотят? Часто хотят короткую макушку. Почему? Потому что вечно она у них лежит, не стоит. Именно в этой стрижке сделать это будет крайне просто. Если клиент говорит: так, все отлично, конечно, все хорошо, но мне бы покороче макушку, это не говорит о том, что мы должны взять ее, отчесать и сделать ее короче. Это будет очень глупо и неправильно. Нужно взять на самом деле ее вот так, отчесать и сделать ее более редкой. То есть она здесь имеет массив. И этот массив будет всегда заметен на этой стрижке, потому что все остальные волосы более градуированные, а на макушке волосы не градуированные. И вот эти концы, они будут всегда очень массивными и делать такую грязность. Поэтому именно вот эту макушку, и вообще не только эту макушку, а всю теменную зону, по шляпной зоне отделяем все волосы. И все вот эти волосы желательно разредить. И делаем глубокий пойнтинг. Не филируем, а вставляем ножницы прям четко параллельно самим прядям. И вводим волосы и закрываем ножницы просто-напросто. И таким образом наша макушка не имеет границы. Волосы есть и короткие, и длинные. Они вперемешку, и отсюда у нас получается плавный переход коротких волос к длинным волосам. В этом, я думаю, что итальянка выигрывает. Вот она макушка, которую мы сейчас можем запросто вот таким образом приподнять. И она приподнимется. Это, я считаю, одна из самых уникальных стрижек, где можно на длинные волосы сделать вот такую красивую приподнятую макушку. На предыдущие каскады, которые я вам показывала, так можно, конечно, сделать. То же самое можно делать, но там будет нарушена как бы такая своя определенная гармония. Ведь в предыдущих каскадах у нас идут все волосы листом вниз. То есть сзади они у нас идут на удлинение полностью. Все волосы идут на удлинение, в том числе и макушка вот таким вот удлинением. А здесь можно поднимать макушку, потому что именно в этой стрижке самая короткая часть, она ориентирована
ориентирована исключительно на макушку, то есть макушка самая короткая. И вот получается форма стрижки сверху как будто такой боб, то есть приподнятая часть в этом месте. Потом волосы вот здесь идут на удлинение и уходят на затылочной зоне тоже на удлинение. И уникальность этой стрижки на этом не заканчивается. Дело в том, что в этой форме можно макушку вообще поднять до безумных размеров. Отдельно вычесав волосы на макушке, их ведь можно еще разредить. Если мы вот таким образом сделаем вырезы в этих местах, макушка еще выше поднимется. И самое главное, что не будет четкой ужасной границы, которая вот здесь часто бывает. После того, как мы сделали стрижку, мы не можем оставить ее в таком состоянии. Без пойнтинга такие стрижки не оставляются. Я делаю в основном только пойнтинг и на сухую. Но если вам нужна рвань, движ или о май гад, есть такие типы стрижек, порваны везде по всей длине и торчат в разные стороны. Не всем, конечно, это нравится, но есть любители таких вариаций. То тогда можно порвать буквально эту стрижку очень-очень глубоким пойнтингом. Прям вот выстригать местами. Я сейчас этого делать не буду, потому что она мне нужна еще такая. Будет вопрос, скорее всего, а что касается бритвы? Может, бритвой порвать? Я опять же говорю, что бритву я не использую на длинные волосы. Слайсинг я не делаю на длинные волосы. Посмотрите, какая текстура волос теперь после пойнтинга. То есть мы не видим, где заканчивается макушка. Нам кажется, что в принципе тут как шли предыдущие каскады, так они и идут. Но при этом при всем у клиента гораздо короче макушка. Вот она. Ее просто не видно. Она слилась с общей массой волос. Ее не видно. Когда клиент будет вот так без укладки ходить, ее тоже не будет видно. Но при этом при всем форма стрижки приподнята. Ее даже сейчас видно без укладки. Макушка стоит, все отлично. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на этом канале выпускаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye bye everyone, с вами была Ева Лорман и до встречи в новых видео.